Перемирие действует, бомбежки продолжаются. Удушение авторитарного режима. Ради такого Трамп ввел режим чрезвычайного положения и попросил пожалеть не власти, а людей. Полная морская блокада. В ЕС готовят новый сокрушительный удар по теневому флоту России. Сколько времени осталось у Аятоллы? Трамп говорит о переговорах, а Пентагон стягивает силы. Взять все и поделить. Отнятое у одних олигархов досталось другим за полцены. Кто наживается на войне? Ходить по золоту скоро это сможет сделать каждый. Досмотрите. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 30 января. Главное, о чем говорят и что скрывают. Нехта по фактам и без шума. Старый авторитарный режим берут за горло. Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести дополнительные пошлины против стран, которые прямо или косвенно поставляют топливо на Кубу. Конкретных цифр пока нет, но в Белом доме прямо дают понять, если Гавана и ее партнеры не изменят поведение, давление усилит. Параллельно Трамп ввел режим чрезвычайного положения, назвав Кубу угрозой нацбезопасности США. В документе говорится, что власти Кубы якобы поддерживают враждебные государства и террористические организации. В списке Россия, Китай, Иран, Хамас и Хезболла. Вы пытаетесь задушить Кубу? Я не знаю. Слово «задушить» звучит очень жестко. Куба — страна, находящаяся в упадке, и вам должно быть жаль Кубу. Они очень плохо обращались с людьми. У нас много кубинских американцев, с которыми действительно очень плохо обращались, и они, вероятно, хотели бы вернуться. Трамп добавил, что кубинскому режиму не выжить. По данным американской прессы, США уже ищут внутри кубинской элиты фигуру, способную возглавить процесс смены власти. Официальная формула Госдепа звучит жестко. Кубе нужно компетентное демократическое правительство без российских, китайских и иранских военных и разведки. Президент Украины ответил на приглашение, поступившее накануне из Москвы. Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленского готовы принять в Москве и гарантировать ему безопасность. Украинский лидер сформулировал встречное предложение. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает, публично приглашаю его, если он решится, конечно, но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Владимир Зеленский также допустил перенос следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Изначально встречу планировали в Абу-Даби 1 февраля, но график может измениться из-за напряженности между США и Ираном. Трамп и Зеленский подтвердили наличие договоренностей с Москвой об энергетическом перемирии. Наконец-то свое согласие озвучили и в Кремле. Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю до 1 февраля от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Но Путин – это Путин, и ночью Россия снова атаковала Украину. По данным воздушных сил ВСУ, в ночь на пятницу 30 января агрессоры выпустили баллистическую ракету «Искандер-М» и 111 дронов. Украинское ПВО к утру обезвредило 80 БПЛА. Несмотря на это, зафиксированы попадания на 15 локациях. Еще в 2 местах упали обломки сбитых целей. Взрывы ночью слышали в Харькове. Воздушную тревогу объявляли сразу в нескольких областях. В Запорожье агрессоры ударили по объекту промышленной инфраструктуры и жилому дому. По меньшей мере 1 человек пострадал. В многоэтажке в одном из спальных районов вылетели окна, повреждены балконы. Тем временем украинские энергетики пытаются воспользоваться короткой паузой в російських атаках, щоб восстановить разрушенную инфраструктуру. Дуже сильно багато пошкоджень, і які неодноразово все повторюються ці атаки. Ми тільки відновляємо, а воно ж далі все по новій. Як пояснити тій матері своїй дитині, що в квартирі плюс 5 градусів, і вона питається мами, мамо, що це таке, хто це таке робить? В
Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, без отопления остаются почти 400 многоэтажек. В ЕС обсуждают новый 20-й пакет санкций. Причина проста. Нам нужно усилить давление на Россию, чтобы она перешла от притворной готовности к переговорам, к реальным переговорам. Один из главных новых инструментов, которые обсуждают европейские лидеры – полный запрет на оказание любых морских услуг России. Эта мера нужна, чтобы остановить обход нефтяных санкций. В него также войдут и другие ограничения, касающиеся банков, энергетики и минеральных удобрений, но не только. Существует также предложение о запрете въезда в шенгенскую зону бывшим российским комбатантам. Это представляет угрозу безопасности. Новый 20-й пакет европейских санкций в отношении России может быть принят 24 февраля. Дата как нельзя символичная. Дональд Трамп подтвердил, что планирует очередной раунд переговоров с Ираном. Послание исламскому режиму у Белого дома простое. Я сказал им две вещи. Во-первых, никакого ядерного оружия. И во-вторых, прекратите убивать протестующих, их убивают тысячами. К этому простому месседжу прилагаются сильные аргументы. Сейчас к Ирану направляется множество очень больших и мощных кораблей. И было бы здорово, если бы нам не пришлось их использовать. По данным Reuters, в регион за 2 суток вошел уже 6-й американский эсминец. Возглавляет эскадру авианосец Авраам Линкольн. Зафиксированы также интенсивные перелеты авиации ВВС США. Это большая группа летающих заправщиков и самолеты радиоэлектронной борьбы. Ключевой инструмент подавления ПВО и систем связи противника. Утечки из Белого дома свидетельствуют, что США готовятся к ударам по лидерам иранского режима, силовым структурам и правительственным зданиям. Мораторий на удары по энергетике между Киевом и Москвой в силу вступил, но по российским городам продолжает бить обычная путинская стабильность. Масштабная коммунальная авария случилась на этот раз в Иркутской области. В городе Бодайбо без отопления и водоснабжения остались как минимум 120 жилых домов, а на улице морозы доходят до минус 45 градусов. По данным властей, перемерз водовод диаметром 500 миллиметров. В результате остановились сразу 3 котельные. Перебои с водой и отоплением длятся уже несколько дней. Только в декабре город оставался без тепла при минус 45, а потерпевшим пришлось еще и добиваться перерасчета за тепло через прокуратуру. Но, возможно, жителей Бодайбо, да и других простых россиян согреет следующая новость. Покупатель для недавно национализированного московского аэропорта Домодедово нашелся. Недавно актив пытался купить никому неизвестный индивидуальный предприниматель из Чечни по фамилии Богатый. Бывший таксист оказался единственным, кто готов был выложить 132 миллиарда рублей, но торги тогда не состоялись. И вот аэропорт ушел в надежные руки, к структурам, связанным с олигархом Аркадием Ротенбергом. Новый покупатель выложил за Домодедово всего 66 миллиардов рублей, ровно вдвое ниже стартовых. Ротенберг, давний знакомый Путина еще со времен занятий в секции дзюдо, вообще стал главным бенефициаром волны национализации после начала полномасштабного вторжения в Украину. Может, вот это как раз и было целью так называемого СВО? Как думаете? Очередная загадочная смерть предпринимателя и снова знакомый сценарий падения с высоты. На этот раз жертва не россиянин. В элитном районе Милана погиб 54-летний банкир из Украины Александр Адарич. По предварительным данным, он выпал из окна с 4-го этажа. Однако, по данным ряда итальянских изданий, полиция сразу рассматривает и версию убийства. Адарич имел украинское и румынское гражданство, в свое время возглавлял Укрсиббанк, был владельцем ФИДа банка. В украинской прессе пишут о подозрениях в хищениях крупных сумм и связях с кланом Януковича. ЧП на ключевом объекте энергетики. Россия и Украина заключили короткое перемирие, но НПЗ запылал в другом месте.
На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Турции прогремел мощный взрыв, после которого начался масштабный пожар. В городе Измит на местном НПЗ взорвалась емкость с бензином, огонь быстро охватил часть территории предприятия. Работников срочно эвакуировали из-за риска новых взрывов. Пожарные и аварийные службы несколько часов боролись с огнем, к позднему вечеру пожар полностью не потушили. О пострадавших официально не сообщается, причины взрыва пока не названы. Завод в Измите – один из столпов энергетического сектора Турции. Он перерабатывает импортную нефть, может хранить более 3 миллионов тонн сырья и обеспечивает работой около 2000 человек. Любой сбой на таком объекте – чувствительный удар по инфраструктуре и рынку. Нечто похожее в Турции можно было видеть в ноябре, но это были пожары на судах теневого российского флота. Цены на золото бьют очередные рекорды, но скоро по нему можно будет ходить. В Дубае из желтого металла собираются построить целую улицу. Город объявил о создании Dubai Gold District, обновленного района вокруг знаменитого Gold Souk, рынка с сотнями ювелирных магазинов. Его центральным элементом станет золотая улица, которую, как утверждают власти, построят с использованием этого драгоценного металла. Что именно это значит? Дорожное покрытие, элементы декора или нечто еще? Пока не раскрывают. Дату открытия тоже держат в секрете. В городе работают тысячи торговцев золотом и украшениями, а сами Объединенные Арабские Эмираты занимают второе в мире место по торговле желтым металлом и изделиями из него. Только за последние 2 года страна экспортировала его более чем на 53 миллиарда долларов. В Дубае говорят прямо: золото – часть их идентичности, бизнеса и туристического бренда. Кто попросил Путина не стрелять по Киеву? Что за таинственный рок постиг уже второй иранский сухогруз за 2 недели? Из чего сделаны российские молочные продукты и какого права хочет лишить женщин РПЦ? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного. Увидимся уже утром.